по поводу России, правда, это было в 2021 году, вот что сказал генеральный директор Международного солнечного альянса Аджай Матур. Напоминаю, что там председательствует Индия. Он сказал, что южная часть России, вполне логично, имеет огромный потенциал для производства солнечной энергии. Ну и, собственно говоря, у нас в Адыгее 20% могут быть как минимум покрыты вот этими самыми солнечными альтернативными источниками энергии. Борис Леонидович, ваш комментарий, давайте начнем с вашего взгляда на солнечную энергетику, поскольку мы начали с этого, ну а потом можно и про водород поговорить. Ну сначала про солнце. Давайте начнем танцевать от печки. Мои коллеги очень мягко высказались по поводу альтернативной прерывистой генерации. Наверное, они люди добрые. Я напомню, что старт всей этой климатической вакханалии был дан на так называемом саммите тысячелетия, где было от имени Организации Объединенных Наций разработана и подписана 192 участниками рамочная конвенция об изменениях климата. Соответственно, имеется и исполнительный орган, секретариат. Если вы потрудитесь зайти на сайт этой организации, а там есть и русский язык, как один из языков ООН, то вы увидите чеканную формулировку. Страны, ратифицировавшие конвенцию, берут на себя обязательство действовать в интересах человека даже в условиях неопределенности научных знаний. На первой странице. Это не значит? прячут. Поясните. В 2002 году, после подписания Киотского протокола, который стал продолжением и развитием рамочной конвенции, вы удивитесь фамилиям, которые буду называть, премьер-министр России Касьянов поручил министру экономического развития Кудрину выяснить у Академии наук России, подходит ли эта конвенция нам. В 2004 году, после 2 лет исследования, вердикт Российской Академии наук появился, его никто не отвергал. Киотский протокол не имеет научного обоснования. Точка. Все, чем мы занимаемся, связанное с альтернативной зеленой генерацией, с программами ESG, это научная профанация. Точка. Люди, уверяющие, что нам это необходимо, выступают против обоснованного мнения Академии наук, не обосновываясь ни на чем. Так, смотрите, это давайте. Да, вводное. это вот очень просто красноречивая пауза, как будто бы на этом можно уже и закончить эфир. Да, но вам явно есть что сказать дальше. Ну, давайте смотреть дальше. Что у нас происходит? Вы говорили про Адыгею. Объединенная энергосистема Юга, одна из 7 входящих в состав единой энергосистемы России, летом этого года отличилась тем, что мы вынуждены были пройти через веерное отключение. Да. Более 2 миллионов потребителей не имели доступа к электрической энергии на определенные промежутки времени. Мы решили на самих себе поэкспериментировать, что получится. Доля альтернативной зеленой генерации установленной мощности объединенной энергосистемы Юга составляет 12,5%. В течение 2 недель, когда температура воздуха поднималась к 40%, скорость ветра составляла 2 метра в секунду. 12,5% генерации просто отвалились. О, как. Слушайте, это странно, потому что «Коммерсант» пишет наоборот, что крупных перебоев в электроснабжении на юге страны этим летом можно было избежать с помощью технологий альтернативной энергетики. «Коммерсант» имеет полное право писать все, что ему кажется необходимым. Я опираюсь на анализ, который дан системным операторам единой энергосистемы России. Если вы считаете, что специалисты издания «Коммерсант» имеют более высокую квалификацию и более высокие знания, чем системный оператор единой энергосистемы России, ну тогда мы с вами не совпадаем во мнении. Логично. Логично. То есть это все, как следует из фактов, приведенных вами, причина, одна из основных причин этих веерных отключений связана как раз с использованием уже работающих систем альтернативной энергии на юге. Совершенно верно. И Максим Александрович вам только что привел пример так называемого черного штиля в Германии.
Нет солнца, нет ветра. Если 5 ноября доля зеленой генерации в выработке в Германии составляла 32%, то 6-го 1%. Что произошло со стоимостью, Максим Александрович тоже сказал. Со стоимостью, да. Мы Но вы ничего знаете, не когда путаем. что-то внедряется, нам всегда говорят, что нужно потерпеть первое время, потому что, естественно, оно будет дороже на первом Я вот этапе. так, как кто говорит, должен, сказать, за свои слова отвечать. Деньгами, имиджем, либо его выгнут. Ведь никто же, все, что говорящий, никто не отвечает. А самое главное, продавливает, чтобы мы платили. Вот эти 100 миллиардов рублей в год на возобновляемую энергетику, это на солнце и на ветер, потребитель платит 100 миллиардов. Они очень нужны для тепловых станций, для теплоэлектроцентралей, муниципальной энергетики. Мы туда платим этим ребятам. Все это продавили. Тогда сращал Чубайс через Дворковича. Все это продавили. Но продолжают давить. Для нас это, для нашей страны это все совершенно... пожалуйста, если вы такие умные, идите на рынок, конкурируйте с другими источниками, там, где это возможно. Доказывайте экономически, объясняйте людям, что это нужно, объявляйте, выпускайте облигации, пускай мы, так сказать, те, кто хочет, купили бы эти все облигации, если нужно для этого. Я здесь читаю, что Росатом, а речь идет о его структурах, в том числе в Адыгее, уже все это сделал. Ну, я не знаю, построил. Росатом взял за бюджетные деньги построил, а теперь еще ДПМ с потребителя забирает. Ну а что со Это всем двойные этим? цены. И бюджет, и плюс еще потребитель. Что со всем этим бюджет. будет тогда в дальнейшем? Потому что здесь такие, знаете, прекрасные слова про, ну, и про Адыгею, и про Краснодарский край тоже. Республика Адыгея является одним из самых зеленых регионов юга с точки зрения энергетики. 93% мощности региона приходится на объекты генерации возобновляемой энергии. Ведь при таких словах этот процесс не остановится. Как все будет развиваться дальше, Максим Александрович? Ну, смотрите, я считаю, что нам повезло, что мы не успели вляпаться вот в эту картину, да. При новом президенте Трампе уже есть заявление, что Америка тоже выйдет из всех этих климатических афер полностью. Видимо, с ними останется часть Европы, ну или Европа, скажем так, то есть и часть развивающихся стран, которые, ну, в которые эту идею продавили. Вот. А вторая тема, помимо вот этой климатической СО2 темы, то есть это тема водорода, который вот... Да, давайте поговорим про будет. водород, потому что есть официальный документ, между прочим, в 2020 году было поручение Мишустина, и на основании него разработана дорожная карта по внедрению водородного топлива. Там «Газпром», «Росатом» и «Новатэк» должны производить чистый водород уже в 2024 году. Все это нужно в том числе для того, чтобы на этом новом топливе работали газотурбинные устройства, которые, собственно говоря, в структуре «Газпрома» имеют место быть. И у нас в итоге появился водородный полигон в Южно-Сахалинске, где испытывается, ну, помимо приложения к этим газовым турбинам, также и в народном хозяйстве водородный транспорт, собственно говоря, железные дороги на водороде, вся наша логистика, по идее, по плану, сейчас там поиспытывают еще, уже есть успехи определенные, и вся наша логистика может перейти на водород. Вот давайте об этом поговорим, насколько это все интересно, выгодно и кому это надо. Ну, пожалуйста, я скажу. Да. Давайте, источник водорода, то есть, чтобы водород получить, нужно затратить энергию. Энергию затратить. Либо это электролиз воды H2O на H2 и на O, либо это из метана CH4, там получает водород. Если из метана, то возникает CO2, CO2, который как бы говорят, что у нас будет эта температура повышаться. Ну, я сэкономлю вам время. Поэтому водород – это как бы дополнительное вложение энергии, электроэнергии, чтобы получить дополнительное новое топливо. Экономически это совершенно не оправдано.
Для нас вообще это бессмысленно, потому что у нас море всего остального топлива, это в первую очередь газа. Поэтому эти были игры под бубнами, которые поигрались, мальчики и девочки, которым всякие мозги включили, люди, которые хотели заработать на этом и зарабатывают на этом абсолютно на бюджетных деньгах. Вот когда деньги пойдут не бюджетные, когда ты человек должен, как в бизнесе, биться за потребителя И отбивать затраты. затраты. Эти затраты жестко и однозначно, все это и кончилось. И в Прям мире кончилось. Максим Александрович, Да, смотрите, у нас ситуация такова, да, я еще раз повторюсь, что хорошо, что у нас только водородный полигон сегодня только существует. И я надеюсь, пока не будет нормальных технологий, за лабораторию это не выйдет. В то же время вот в Омане, например, и в Арабских Эмиратах, да, в тему водорода уже влили десятки миллиардов долларов, огромные поставили солнечные электростанции, чтобы производить правильный зеленый водород, именно правильный зеленый, то есть да, из солнца. который Вот, из воды, да? Нет, Без- который, Да, зеленый который из водород, воды, да. из воды. А без углеродного Да. следа. Да, Да. То есть они опресняют воду, затрачивают огромную энергию. Потом они эти солнечные электростанции, гигаваттной мощности. целые Извините, поля у них энергию стоят. его сразу поясните. Солнце. Это солнечная энергия через солнечные Да, батареи, солнечная да, энергия. идет? Да. Так, все чисто пока. Вот. Да, все чисто. И потом, соответственно, меня вопрос в то время интересовал. То есть я спрашивал, куда этот водород вы собираетесь девать? То есть, да, куда транспортировать? Нету потребителя сегодня этого водорода. То есть. И вот европейцы, значит, сказали, что они готовы часть водорода, этого дорогущего водорода, да, сжечь вместо дешевого газа на своих газовых турбинах. То есть вот больше идей нету. Больше Либо идей получать, нету. Да, Борис либо Леонидович, получать а как- удобрения. Ну, Но они будут очень дорогие, такие удобрения зеленого водорода. Ну или транспорт, Дорогие. водородные батареи. Транспорт. Борис Леонидович, а как у нас это все выглядит? Вот был сейчас пример Европы. Да. Максим Александрович и товарищ Нигматуллин, как всегда, очень Булат мягкие. Искандерович, да. Как всегда, очень мягкие люди. Я вот сейчас стараюсь себя сдерживать. Первый подход к водородной энергетике в Европейском Союзе начался в 70-е годы после нефтяного кризиса. Тогда убедились, что получить электроэнергию из водорода можно меньше, чем ее необходимо при его производстве, и остановились. Сейчас новые политические веяния, чем они заканчиваются, вы можете понаблюдать, если откроете соответствующие сайты и обнаружите, как десятками европейские компании выходят из тех водородных программ. Наука не готова. Материаловедение не готово хранить водород. Охрупчивание любых металлов никуда не исчезло. Если говорить о использовании водорода в большой энергетике, то напомню, что температура горения водорода в атмосферном воздухе составляет около 900 градусов. Это означает, что включается так называемый механизм Зельдовича и кратно увеличивается производство оксидов азота. То, что приводит к кислотным дождям. То, что является причиной сотен заболеваний. Для того, чтобы не образовывался азот, водород необходимо сжигать в чистом кислороде. Температура горения водорода в кислороде составляет 2000 градусов. У нас нет таких технологий, которые позволяют выдержать вот такую температуру. Единственный эксперимент, который удался в Японии на одной из газовых электростанций, в метан добавили 10% водорода. Если все эти усилия требуются для того, чтобы добавить 10% водорода, ну, это действительно убийство денег. Полигон, который мы создаем на Сахалине, он прекрасен. Его изначально рассчитывали под потребности Японии. Япония заявила, что чистый водород их не устраивает. Лучшее транспортное средство – это аммиак. Значит, на Сахалине мы будем производить аммиак. Это прекрасно. С улавливанием углекислого газа. Это замечательно. Выглядит это следующим образом. У Росатома есть договор с «Газпромом», который предоставит метан. Следующий вопрос Росатом задал компании «Газпромнефть». У вас есть нефтяные месторождения, где в пластах падает давление. Хотите газ? Какой? А вам не все равно? Все равно. Значит, после того, как будет самым обычным паровым реформингом получен аммиак, излишки углекислого газа будут закачаны в подземные пласты нефтеносные для того, чтобы увеличить нефтеотдачу. Аммиак продадим
в Японию. Будет это называться производством водорода. Прекрасный эксперимент. Если японцы готовы платить больше денег вот за это издевательство над здравым смыслом, молодцы. Вы Что знаете, касается Япония планов еще эмбарго, российской она железной... вообще чуть да, покупает. сейчас, одну секундочку. Борис Леонидович, закончите, пожалуйста. Что касается планов российской железной дороги и водородных тепловозов, я напомню, что российская железная дорога последовательно участвовала в проектах создания левитирующих локомотивов на сверхпроводимости, в строительстве гиперлупов, в строительстве, по-моему, только плазменных у нас еще не было. Это плохо. РЖД участвует во всех инновационных проектах, не реализовав ни одного. Сейчас они решили поговорить про водород. Прекрасно. Прекрасно. Пусть еще на термояде запустят. Так, наверное, какой-то сарказм здесь, да? Булат Искандерович. Я абсолютно согласен. Хоть добавлю, что во всех этих игрушках всегда просматриваются интересы. Игрушки. Да, интересы людей, которые хотят заработать на таких фантиках. И эти фамилии надо называть. Чтобы в следующий раз, когда очередной раз какая-то хреновина будет, чтобы эти фамилии всплыли. Что, ребята, с ними это не рукопожатые вещи. Я вспоминаю, как 5 или 6 лет стращал вот наших олигархов РСПП Чубайс по поводу вот того, что зеленая энергия и все прочее. Мы специально разобрались с этим делом. Я вот С научной точки зрения. Да, забрали, посмотрели исходные данные по поглощению нашей... Я говорю о России. Если гинекологи, энергетики, гинекологи, которые управляют энергетикой в Германии и во всех этих европейских странах, там ни одного нет специалиста по энергетике, хотят про зелень, это пускай они с своим потребителем разбираются. А у нас все-таки еще остались живые энергетики и нормальные экономисты. Поэтому все то, что говорится, водород, возобновляемые источники энергии и все прочее, никакого отношения к экономике России не имеет. Это только распил денег. Четко, точка. Никак распил денег. Говорит человек про это дело, думайте, что он либо апологет, его за копейки купили, он начинает рассказывать про сказки белого бычка, либо его просто вот, наняли. Давайте кратко еще. И вторая вещь, что на самом деле, ничего этого для России не нужно, за исключением вот северных территорий, где там конкурентности стоимости дизельного топлива. Больше ничего не нужно. И дальше, почему я, потребитель или там бизнесмен, должен платить за возобновляемые источники энергии из повышения тарифа на электроэнергию? Почему? Да. За что? Почему Принято. я должен платить? Булат Искандерович, время подходит к концу, и по 1 минуте для наших экспертов тоже подвести итог, что все-таки ждет и что должно быть с альтернативной энергетикой в России. Борис Леонидович, пожалуйста. Альтернативная генерация нишевая. Для технически изолированных регионов, где никаких других видов генерации нет, она может подойти. Росгидро в Якутии построила уже более 30 солнечно-дизельных электростанций. Есть солнце, работаем на солнце, нет, включаем дизельную генерацию. Наша выгода в том, что мы не везли дизельное топливо северным морским путем и так далее. Вот там это работает. Как только зеленая генерация начинает становиться частью объединенной энергосистемы, она приносит вред. Математические исследования системного оператора Единой энергосистемы России показывают, что если доля превышает 12%, расходы на сетевое хозяйство растут по экспоненте. Ясно. Значит, нам это Принято. Спасибо вам большое. Максим Александрович, и 1 минута, Коротко ваш скажу. итог. Да. Ну, мой итог следующий. Я абсолютно согласен с нашими спикерами. Альтернативная энергетика и водородная энергетика глобально для нашей страны это не наш путь. То есть и проблемы наши, которые сегодня есть, эта энергетика не решает. Ну что, друзья, удивительный консенсус. Редко, когда бывает, чтобы 3 спикера... Надо было пригласить апологетов этого дела, но то, что мы говорим сейчас, надо бы что довести до Министерства энергетики нашей страны, чтобы ребята, юноши, заместители министров, да и новый министр, об этом задумался, потому что сейчас новый министр, ему всякую глупость наговорят ему, и он будет еще произносить эти глупые слова. А мне хочется, чтобы авторитет министра
министра не падал. Хорошо, нам тоже этого хочется, поэтому мы и завершим этот эфир для того, чтобы его можно было уже в законченном виде передать куда следует. Спасибо большое нашим экспертам за такой консенсус и за абсолютно ясное и аргументированное видение ситуации. Итак, альтернативная энергетика в России, конечно, имеет свое применение в определенных нишах, но в широком смысле мы пока поставили на этом вопросе крест и обратились к традиционным источникам энергии. Будем развивать их. Спасибо нашим экспертам. Этот эфир провел для вас я, Михаил Козлов. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.